Приветствую на моем канале. Сегодня разберем таких парочку героев, которые у нас играют как один. Это хоббиты. Мэри и Пиппин. На самом деле мои любимые хоббиты из всей четверки, потому что они такие шебутные, веселые, а у Фрода вечно какая-то драма. Да, понимаю, он несет кольцо, ему тяжело, но эти парни любят приключения. Итак, что у них по параметрам имеется? Видим, да, урон 8-9, совсем ни о чем. Вам намекают, что эти ребята не любят воевать лично с собственными руками. Инициатива 37 на максимуме, если неплохо для тир-1 героя. Командование в чистом виде не 63, а 31. Для тир-1 средненько это. Перейдем сразу к навыкам, пожалуй. Ранг 5. Глядящий в палантир. С вероятностью 25% поддается безумию. На максимуме он имеет иммунитет к безумию. То есть на максимуме он не поддается безумию. Урон, получаемый двумя союзными формированиями, минус 10% на следующие 2 случая урона. Эффект зависит от командования. Если бы эффект не зависел от командования, а был просто чистым, я бы сказал, что это слабоватый навык, так как покрывает всего 2 формирования на 10%. Но так как навык зависит от командования, то здесь вполне может быть неплохие показатели. В конечном итоге все-таки. Ну, как для тир-1 героя. Хоббит-путешественник. Защита юнитов люди, эльфы, гномы, хоббиты в 2 союзных формированиях плюс 12 на максимальном раунде. Ага. На максимуме в 4 союзных формированиях плюс 12. Скажем так, плюс 12 это немного. На максимуме. Сейчас поймете, что это действительно плюс 12, а не я что-то придумал. Да, так и есть 12, я был прав. Но 4 союзные формирования это все-таки уже что-то. Ну, не очень. Боевая песня, атака на максимуме. На максимуме 4 союзные формирования, плюс 30. Эффект уменьшается на 1/4 каждый раунд. Это неплохо. Но снова-таки все же немного слабовато. Махноногий. Инициатива плюс 8 во время сражения. На максимуме еще плюс 8 и командир к защите плюс армия, скорость марша плюс 30. А вот этот навык все-таки, я думаю, немного, возможно, на первый взгляд будет недооценен. Но... Инициатива плюс 8 и командир плюс 8. Это в сумме у нас пачка получает плюс 16 инициативы. Это очень круто. Почему? Потому что сейчас в новой системе, скажем так, построение, то есть командир плюс армия, ходят, учитывая общую инициативу, и потом делится она на усредненное более-менее значение. То есть, если у вас командир, например, как Гимли медленный, я вот уже где-то упоминал, а войска под ним лошади, он все равно будет ходить последним примерно, разве что у вас где-то есть еще очень тяжелая медленная пехота, тогда, возможно, он ее обгонит. И вот они имеют плюс 8 инициативы лично себе, и юниту плюс 8. Что фактически почти что как инициатива Гэндальфа априори, дабы первым ходить. Он не будет ходить первым, разве что если он сражается против каких-нибудь орлов, виверн и тому подобного. А если сам будет где-то так на лошадях, а не на пехоте, то вероятность того, что он будет ходить первым либо вторым, очень высока. Полезный навык. Какие варианты игры им в итоге, значит? Но здесь все просто. Если у вас есть ранг 5, то я вижу варианта 2. Это ранг 5 на максимум, потому как вы однозначно будете собирать ему командование. И ранг 1 махноногий на максимум. А все, что останется, вливаем либо в хоббита, либо в боевую песнь. Второй вариант — это как раз таки более
слабенький и бюджетный. Боевая песня на максимум. Махноногий на максимум. И что останется в Хоббит-путешественник. Дальше по одежде идем. По одежде собираем ему все, концентрируясь только на командовании. Больше ничего ему в принципе не подходит. Учитывая то, что у него нет никаких выдающихся способностей, кроме вот этих плюс 30 к атаке на первые раунды, то предпочтительно будет ему такие комплекты, как если он у вас будет стоять в первом ряду, однозначно берете ему либо стойкость комплект, либо маневрирование. Если он у вас будет бегать с дальним боем войсками, мощь и свежевание. Наиболее перспективные для него комплекты. Возможно, если планируете специальный отряд уже для опытных игроков, просто попробовать его в связке с Боромиром каким-нибудь или другими героями, которые увеличивают защиту по увеличению к последним раундам, тогда переполнение силой. Если это вы рассчитываете на нанесение урона именно более-менее в последних раундах. И противник темный. В остальном по нему все. Персонаж довольно простой, средненький. Позже будут разобраны артефакты в одном видео всех героев, синих одновременно, и уже тогда более-менее еще добавятся у вас варианты, как им играть. Благодарю за внимание, приятной игры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.